Всем салам алейкум, или, как говорится, общий. Сегодня я вновь решил погонять в усеке с вами про Steam машину, и судя по прошлому разу, когда я выпустил ролик со слухами о контроллере, его в тот же день заанонсили официально, так что, кто знает, устраивайтесь поудобнее, те, кто ест, приятного аппетита, остальные же пристегивайтесь, потому что сегодня мы будем погружаться на такой уровень фанатской шизофрении и датамайна, что нам позавидуют даже спецслужбы. Это проект Черный Кумыс, погнали! Мы живем в удивительное время. Пока крупные корпорации кормят нас стерильными пресс-релизами и заранее отрендеренными трейлерами, настоящая ПК-комьюнити добывает правду своими руками. Мы буквально будем взвешивать грузовые морские контейнеры, изучать накладные логистических компаний и анализировать слова инженеров, чтобы докопаться до истины. Речь идет о Steam машин, и забегая вперед, скажу, возможно, ожидание, судя по всему, пришло к концу. Вся эта суета на прошлой неделе началась благодаря невероятной детективной работе Брэда Линча, известного как Sadly It's Bradley, и моего западного коллеги Джимми Шампейна с канала Deck Ready. Именно они первыми раскопали свежие таможенные декларации США, от которых у всего сообщества просто отвисла челюсть. Давайте перейдем к голым фактам. Журналисты авторитетного издания The Verge подтвердили находки датамайнеров. Всего за 2 дня на стыке апреля и мая этого года компания Valve импортировала в Соединенные Штаты почти 50 тонн оборудования. Для вас это не новость. И в таможенных документах и это оборудование имеет четкую классификацию игровые консоли. Кто-то из вас скажет, но Steam машины это не консоль. Слушайте дальше. В порты Лос-Анджелеса и Такомы, это штат Вашингтон, совсем рядом со штаб-квартирой Valve, в Белвью один за другим зашли гигантские трансокеанские грузовые судна с названием Everlogic и Evershine. На берег было выгружено 10 огромных 40-футовых контейнеров, примерно 50 тонн. Принимающей стороной по документам числится Ingram Micro. Это давний и главный логистический партнер Valve, который занимался упаковкой и рассылкой оригинальных Steam Deck, а также шлемов Valve Index. Вот тут можно сказать, это же просто новые партии Steam Deck. Ведь у них сейчас легкий дефицит на складах, вот они и пополняют запасы, и это абсолютно логичный довод. Steam Deck по документам тоже проходит как Steam консоль, но именно в этот момент в дело вступает настоящая параноидальная детективная работа нашего комьюнити. Оцените уровень одержимости, люди начали вычислять разницу в весе контейнеров. Давайте немного углубимся в логистику. На протяжении нескольких лет стандартный 40-футовый морской контейнер Valve, доверху забитый коробками со Steam Deck, включая сами устройства, чехлы, зарядки, картонные палеты и упаковку, весил в среднем около 14,5 тонн. Импортные записи подтверждают, что эта цифра была стабильной. Последний такой груз, контейнер массой 14 322 килограмма, состоящий из 42 грузовых палет, прибыл на судно Ever Sigma буквально 18 апреля. Но затем, буквально через пару дней, происходит нечто странное. Начиная с 23 апреля логистика меняется, прибывают новые контейнеры. Их размер точно такой же, 40 футов. Внутри точно такое же количество грузовых палет, 42 штуки. Но вес контейнера резко падает до 12 600 килограмм. Понимаете, что это значит? Тара та же, объем груза тот же, но вес самого продукта внутри упал почти на 2 тонны с каждого ящика. Если мы возьмем вес пустого 40-футового стального контейнера, а это примерно 3700 килограмм, и вычтем его, мы получим чистый вес груза. И он другой. Устройство внутри стало менее плотным, либо изменился форм-фактор упаковки. Изменившийся средний вес партии – это железобетонный пруф, что внутри лежит совершенно новый продукт. Учитывая, что зафиксировано как минимум 7 таких полегчавших партий, мы получаем те самые 50 тонн чистого неанонсированного железа. И единственное, что идеально подходит под маркировку Game Console в текущих планах Valve, это Steam машин. Конечно, кто-то может возразить, что это могут быть, например, Steam Frame.
Теоретически шлемы в больших коробках с кучей поролона могут весить меньше плотно упакованных портативов. Но, во-первых, объем в 50 тонн для нишевого VR-устройства, а вы не можете это отрицать, что это пока что нишевое. Это слишком индустриальные масштабы для старта. А во-вторых, слова самих сотрудников Valve указывают именно на консоль для гостиной. Тут возникает резонный вопрос. Почему мы вообще так долго ее ждали? Если вы вспомните наши старые выпуски, то изначально релиз новой Steam машин планировался еще на первый квартал 2026 года. Комьюнити ожидала. Valve выкатит ее красивым анонсом под весну, но Valve резко ударила по тормозам в феврале. И причина была вовсе не в проблемах с железом или программным обеспечением. Причина крылась в невероятной жадности глобального технического рынка. Дело в том, что Сэм Альтман со своей OpenAI и другие гиганты Кремниевой долины развязали настоящую войну за вычислительные мощности. И бум спровоцировал колоссальный дефицит не только мощных графических чипов, но и самое главное – быстрой оперативной памяти стандартов LPDDR5 и GDDR6. Производители чипов вроде TSMC и Samsung переориентировали линии на самые маржинальные ИИ и ускорители, а цены на обычную память для потребительской электроники улетели в стратосферу. Valve, в отличие от Apple или Nvidia, зарабатывают не на продаже оверпрайс железа. Философия Гейба Ньюэлла — продавать качественное железо по себестоимости, а иногда и в минус, чтобы зарабатывать на комиссии с продаж игр в самом магазине Steam. Это так называемая бизнес-модель бритвы и лезвий, но чтобы эта модель работала, базовая цена консоли должна быть привлекательной. Из-за ИИ-кризиса производство Steam машин по старым сметам стало нерентабельным. Гейб просто включил режим ждуна. Он поставил производство на паузу, пытаясь понять, когда цепочки поставок стабилизируются, чтобы они смогли продавать свою домашнюю консоль по адекватной цене, не отпугнув при этом массового покупателя. И вот, наконец, мы получаем официальное подтверждение того, что лед тронулся. Недавно известное издание IGN брало интервью у разработчиков Valve по случаю релиза нового Steam контроллера. И один из главных инженеров компании, Пьер Лу Грифе, человек, который стоял у истоков Steam Deck, проговорился. Или, скорее, намеренно сделал вброс. Обсуждая текущий статус Steam машин, Пьер Лу прямым текстом заявил, что с точки зрения разработки железо полностью future complete. На языке инженеров это означает, что устройство готово, архитектура утверждена, дизайн-планы финализированы, операционная система отлажена, проект завершен. Грифе сказал буквально следующее: если вы использовали Steam Deck, вставленный в док-станцию и подключенный к телевизору, то базовый пользовательский опыт будет точно таким же, только добавьте к этому гораздо большей графической мощности. Он также добавил, что команда продолжает полировать софт и добавляет мелкие фишки, но в конце концов корневой опыт уже сформирован и работает. То есть, все это время все упиралось исключительно в логистику и ценообразование. И если сейчас, на стыке апреля и мая, Valve начала десятками тонн завозить эту консоль на склады своих дистрибьюторов Ingram Micro в США, это может означать только одно: бухгалтеры Гейба наконец свели дебет с кребетом. Они нашли окно поставок, они закупили нужный объем чипов оперативной памяти по приемлемой цене, и производственные линии в Китае, или где они сейчас там собирают эту консоль, запущены на полную мощность. Что же мы имеем в сухом остатке прямо сейчас? Картина вырисовывается поистине интересная. Valve выстраивает монолитную экосистему шаг за шагом. 4 мая, как все мы знаем, состоялся релиз нового Steam контроллера за $99, и он разлетелся за считанные минуты, обрушив серверы предзаказов. Сейчас мы видим, как перекупщики сходят с ума, пытаясь перепродать их втридорога, иногда даже в 4 раза, а Valve вводит жесткие правила бронирования, чтобы защитить реальных игроков. Зачем нужен этот контроллер? Да потому что это идеальный пульт управления для грядущей Steam машин. Вы не сможете комфортно играть в стратегии или градостроительные симуляторы, сидя на диване перед телевизором с любым другим геймпадом. Вам нужны фирменные трекпады и гироскоп от Valve, и контроллер вышел как раз вовремя, чтобы подготовить почву. Сам Steam Deck все еще находится в легком дефиците в некоторых регионах. Я не говорю сейчас про СНГ, да? В
том же интервью IGN представители Valve подтвердили, что работают над восполнением запасов OLED-версий, но признали проблемы с памятью. Это лишний раз доказывает, что производственные линии сейчас частично переориентированы на штамповку совершенно нового продукта, а сама Steam Machine уже физически лежит на американских складах, упакованная в картонные коробки на деревянных палетах. Зная привычку Valve дропать анонсы максимально внезапно, вспомните, как они анонсировали оригинальный Steam Deck или OLED-версию, просто выпустив ролик на YouTube без всякого пафоса. Так что, возможно, официальный релиз или хотя бы открытие предзаказов может случиться уже в течение пару ближайших недель. Дорогие друзья, похоже, мы с вами наконец-то стоим на пороге того самого события, которое индустрия ждала много лет. Valve готовится выпустить идеальную открытую консоль для гостиной. Консоль, которая не заставит вас платить за мультиплеер, которая позволит устанавливать моды, эмуляторы, сторонние лаунчеры и которая даст вам доступ ко всей вашей огромной библиотеке Steam на большом экране телевизора без необходимости тянуть 10-метровый HDMI кабель из другой комнаты. Время пришло готовить ваши кошелечки и искать друзей или, может быть, вспоминать про родню, которая живет в странах, где есть продажи. И, конечно, стоит понять, нужен ли вам этот аппарат. Мне лично точно да, и я уже знаю, что я буду с ним делать. И вы можете поддержать меня и мой проект денежкой, если у вас есть, конечно, такое желание и возможность, чтобы максимально быстро я смог приобрести его и делать еще больше контента для вас. А еще можно подписаться и поставить лайк. Если же цена действительно окажется конкурентоспособной по сравнению с PlayStation 5 и Xbox Series S или Switch 2, это будет тотальный разрыв шаблонов на консольном рынке. А что вы думаете по этому поводу? Верите ли вы в успех второй итерации Steam Machine? Каким, по-вашему, должен быть ценник, чтобы вы лично пошли и купили эту коробку себе под телевизор? Или же, может быть, вы считаете, что Steam Deck в док-станции полностью покрывает ваши нужды, и вы копите деньги на грядущий VR-шлем Steam Frame, или же вы будете ждать второй Steam Deck? Обязательно пишите ваши мысли в комментариях. Я читаю и отвечаю на абсолютно все. Если вам понравился этот ролик, вы цените наше детективное расследование контейнеровозов и работу с таможенными базами данных, ставьте огромный жирный лайк этому видео, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Огромный рахмет за просмотр, всех обнял и саубол.